Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк 9 уровня, тяжелый, нации Америка США АЭ ФАЗ-1. Вот. Тот самый танк, который можно взять за жетоны. Тем более, что боевой пропуск сейчас уже подходит к концу. Многие из вас жетоны накопили. И уже нужно сделать тот же самый выбор. А какой же танк брать? Так вот, вот этот танк ФАЗу я рекомендую всем брать первым своим танком. Если вы только проходили первый раз боевой пропуск, у вас появились жетоны. Вот, соответственно, что же взять? Рекомендую взять первым ФАЗу. Реально хорошо сбалансированный, тяжелый танк. Ну давайте все и по порядку разбираться, а чем же он так хорош. И предлагаю начать, конечно же, с брони. Погнали. Итак, collision модель нашей фазы, сокращенно так ее будем называть. И начнем, естественно, с корпуса, с НЛД. Правильно поставим ее. НЛД у нас 171,5 мм фактического бронирования в приведенке, в нижней части 197, в верхней 195. Много ли это, мало? Это, скажем так, нормально. Мы можем утрамбануть, и у нас уже будет 240. И это говорит о том, что, правильно играя на этом танке, да, вы спокойно НЛД будете танковать восьмерок. Каких-то даже на обычных снарядах, ну, девяток нет, наверное. Но если вот сильно, конечно, подкрутить, могут и девятки вас не пробить. Но против восьмерок НЛД крепкая. Анти-СТ такое в первую очередь. Ну и тяжи какие-то вас тоже сюда 8 уровня пробивать не будут. ВЛД бронеплита 127, в нижней часть 228, в верхней 239, края щеки рикошетные, они под хорошим углом, это плюс. Верхняя часть, верхняя вот здесь у нас 50 миллиметров люк мехвода, да, но он вообще под сумасшедшим углом, и, соответственно, система пишет рикошет. Крепкая ли это ВЛД? Вот эти части, это, да, очень. Здесь, опять же, будете рикошетить СТшки 8 уровня, тяжелые танки, да, смотря как они, опять же, если УВН будете играть, а противник, ну, увидит вот так вот ваше ВЛД. Да, неплохое ВЛД у фазы. Касаемо башни, оно такое яйцевидное, спереди вытянутое, да, давайте смотреть. Маска орудия для начала 306, и это вполне себе неплохо, сверху вот даже до 560 доходится. Есть такие две прямые зоны. Здесь у нас 293, 293. Крепко ли это? Конечно, против обычных снарядов. Снизу 294, 300, 359, 380, 346, 360, 340, 370. Короче, башня невероятно крепкая, и слабых зон у нее как таковых. Но вот есть местами попадаются, но они настолько узенькие, эти щелки. Попробуй, что называется, попади. Вот. Верхняя крышка у нас 63,5, но она тоже под хорошим углом наклона. И система пишет рикошет. Вот. А что же у нас вообще у этой фазы пробивается? Пробивается лючок. Но он тоже такой замануха. То есть 127 фактического бронирования, а в приведенке он под углом. Да, там броня расположена в этом лючке 224. Нифига себе. Восьмерки на обычных снарядах вообще не пробьют, только голдой. Так что лючок у него очень сложный. Боковое бронирование 88,9. Может ли он танковать от борта? Конечно, может. Может. Но когда дело доходит до подбашенного цилиндра, здесь у нас, казалось бы, да, ну что это такое? Подбашенный, есть вот прямые места, но даже здесь 285. В целом, что от борта, что с передней части, что так, очень крепкая машина. Поэтому реально рекомендую. Тачка огонь. Так, с броней разобрались. Настало время посмотреть его орудие.
У нас здесь 120 миллиметровка ГАН М58А с альфой в 400. Вот 515 на фугасе. Основным снарядом у нас бронепробитие 258, голдой 340. И это очень хорошо 258. Заряжается пушка на стойке 11 секунд. Общий ДПМ 2200. Разброс такой себе, конечно, 0,38. Время сведения более-менее 2,5 секунды. Вот. Давайте еще посмотрим, прошу прощения, полевую модернизацию. Вот. Я только начал на этой тачке катать, скатал один бой. Вот. Попробовал оборудование, мне зашло, понравилось. Во втором блоке я бы качал вездеходную ходовую. В четвертом блоке давайте откроем огневую мощь, посмотрим. 2.2, 0.34 точность. Танк ближнего боя, уже неплохая точность, поэтому лучше притирка шестерни наведения. Сократим время сведения. Звукоизоляцию в пятом блоке. И в седьмом блоке смотрим, что нам тут предлагают к максимальной скорости. Назад. Это прикольно. Скорость поворота башни и все такое. Я бы качнул вот эту настройку отбора мощности. Схема 2. Вот. Касаемо оборудования. Катануло на этом танке. Вот. Что хочу сказать. Однозначно в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость танка, ставим закалку. Всегда ставим досел. Нам это важно. А вот в третий слот большинство стримеров, танковых блогеров всегда на него ставят стап. И я его поставил, в принципе, конечно, он ему нужен. Но подвижности танка мне, как всегда, на тяже не хватает. Поэтому я вижу, что иногда попробовать покатать, может, вам лучше больше зайдет вместо стаба поставить турбину. По снарядам, основной у нас снаряд ББХ, летит 1067 метров в секунду, это клево. Голда здесь кумулятивная, летит также неплохо, 1067, да, с пробитием в 340. И даже фугасы летят здесь 1067. По снаряжению стандартный комплект, что это я, две ремки поставил, вот аптечка. Здесь ремка, она бесконечная, это фишка этого танка. Ремка, не надо ставить, она у вас бесплатная и бесконечная. Ставите аптечку, ставите автоматический огнетушитель, я поставил долпоёк. Экипаж, 4 члена экипажа. Сейчас таблицу по перкам вы видите перед собой. Да. По огневой мощи с УВНами у нас все замечательно, минус 10. По ХП тоже более-менее 1980. По мобильности 35 вперед, 12 назад, почти 16 лошадей на тонну удельной мощности. И именно по этой причине мне не хватает подвижности. И я говорю, что иногда, в принципе, можно попробовать покатать без стаба на турбине. Попробуйте. По незаметности, что тут смотрите, тяжелый танк, по обзору 439 метров, стандартный обзор, да, для, так сказать, тяжелого танка 9 уровня. По плюсам минусам машины. Ультимативно хорошая броня, реально хорошая, это первое. По подвижности это минус. С турбиной предвижу, что тоже ближе к минусу, танк все равно будет медленный. Хотя, конечно, плюс 4 км в час уже будет лучше смотреться. Вот. По пушке плюс, хорошая альфа, хорошее пробитие на снарядах, быстрый полет снаряда, нормальный УВН в минус 10. Вот. Сейчас в игре вообще без УВН на танках тяжело играть. Вот. По ХП все вроде бы ровно, по обзору стандарт. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, попробуем, посмотрим, на что способна фаза. Погнали. Так, попали мы на степи. АЕ фаза 1 у нас. Да, фаза. Сейчас затестим за жетоны машину. А стоит ли ее брать? Да, конечно, стоит. Ребят, хорошая машина. Вот, наверное, самый правильный выбор, это первый танк за жетоны, надо брать фазу. Да, вот это 4-гусечного монстра, да. Потому что, реально хорошо сбалансированный танк. Сейчас поедем тестить.
Сейчас будет весело. Вот подвижность вот такая, да. Турбины ему явно не хватает, но стап ему нужен. Как бы, не знаю, может быть, попробовать его до турбины. Вот сейчас повоюем. У них 2, 5, 7, есть 75. Я надеюсь, наш сейчас проедут все-таки. Да, наши прошли. Соответственно, можно поджимать. Они не высунутся. Сейчас за камнем отработают кого-то. Не знаю кого, но кого-то. Сильно торопиться не будем. Так, а за камнем у них нет ничего, да. Тогда поджим делаем. Они нас перепушить могут. Так. Здрасте. На кобре. Какой гражданин. Аккуратнее там. Вот это громадина. И это все? Я боюсь, вот отсюда выйдет. Если не спят. Да. Вылез. Придется Давайте, ребята, туго. гасите его. Вот. Вот Аккуратнее еще там. на гусеницу его ассист идет. Куда? Мочить его. Вот. Проиграл. Блин, когда я... И буду это еще всё? попаду? Блин, надо кобру было. Вот. Хорошо пошло. Есть. Так гораздо лучше. Так, что там? Давай, двигай. Вот. Получи. Вот вам и Т-90. Сейчас мы его уработаем. Все. Меня Выиграл. не остановишь. Меня арта, скорее Добром всего, это не уработает. кончится. Надо валить. Так гораздо лучше. Это мне нравится. Танканули. Ну что, сумму уже 3К дали. Не, ну как меня арта уже достала просто, товарищи. Ну как я с оглушением буду сейчас стрелять? У меня разброс. Чарта отдаст. Вот. Вот. Ну все, я от арты гибну реально. Придется туго. Ты зря снова приехал, родной.
Да, я терплю от арты. Нам не устоять! Ну что это такое? Миленько. О, боль! Всего лишь Просто. царапина. Меня задели. Не от арты гибну реально. Поехали! О, ребят, приехали. Красавцы. Надо от арты прятаться, если успею. Не знаю, успею. Аккуратней, да. 55-ку Жалко, работала. железяк. Отличная Ладно, была. переигрывать не буду. Давайте досмотрим этот бой. В принципе, понятно, что броня у нас есть. Все у нас есть. Можем Т-95 урабатывать, можем светить, стрелять. Все, что хочешь. Да. Вот счет 7-6. Я надеюсь, Кобра сейчас Югуса отбарабанит. Я думаю, да. Меня задели. О, ВЗ-120. Добрый вечер. Назад уходи за камень. Добром это не кончится. Руки в ноги, боец. Давай, двигай. Ну такое. Хотя броня у Кобры-то есть. О! Что это такое? О, выдает. Уходи, убегай. Надо было раньше убегать прям. Ну теперь не успею. Не убежит. Какая Кобра популярная тачка, гля. А сколько у нас в бою вообще Кобра? У противников одна, и у нас две, я так понимаю. Да. По фазе. Хороший тяжелый танк, сбалансированный по пушке, по орудию. Обязательно все равно ставьте став. Вот. Единственное, я вот думаю, турбач, прям турбинки мне подвижности прям ну, не хватает. Реально. Вот. О, пробил. Вообще огонь. Это хорошо. Вот это хороший был выстрел. Ты бы дерево вот это завалил, товарищ, и уже спокойнее игралось. У нас что, фулловый почти Т-95. Вот это дерево завали. Господи. Так что, ребята, если вы только первую машину думаете брать за жетоны, берите фазу. Реально, хорошая тачка. Дерево завали, идиот. Он идиот. Тебе надо помогать ехать с Т-95. Заехай в кусты-то. Пройди. Вот сейчас ему по тику он поймет, что я имею в виду. Туда Т-95 поехал. Проедь вперед с Т-90, прикрывай его. Да.
257 сливать надо ехать. Не знаю, что он тут ковыряется. У тебя броня даже есть в корпусе и в башне, чувак. Великий танк. Т-55 просто израненный. И он еще думает. Фантастика. Да, засветился. Вот только хуже сделал. Засветился. Ничего не стрелял. Просто кусок говна. Надо посмотреть, кто это такой. HF, RIF, ну какой ник такая игра, туда что говорить. Может он на КД, мы же не видим. Он за ВАЗиком, а ВАЗик от него. Давай, давай, сейчас под все стволы подставься. Здорово. Как бы ВАЗик не поверху поехал к Т-95 кружить, то прям реально. Что-то мне подсказывает, Т-95 сейчас просто убьют соляру в сухую, в спину. Вон он, тебе говорят, заходит он. Господи, вы поглядите, как он стреляет. Жесть. Просто тихий ужас, ребят. Игра на Кобре, профессионал. Уже б давно 55-ку убил бы, арту бы вырезал, заехал бы в спину итальянцу. Жесть, счет 10-1. Мы проиграем бой вот с таких вот ослов. Видите, он катается у нас. Все, поехал вокруг. Вы представляете, что он исполняет вообще? Все, назад. Чар-футуру. Все. Ну, либо ничья будет. Ну, минуту, наверное, ничья. Да, ничья. Полный ХП. Минута осталась, он прячет, сейвит свои ХП. Тебе настреливать уже надо. Тут... Хоботком своим крутит. Не поймет, что ему делать. Ну, Т-95 слили, понятно. Его окружили, убили. Вот он, Чар-Футур. Ящер. Вот сколько он ездил, ни одного урона он не дал. Зачем тебе такой танк, Влад? Просто чувак. Сейчас посмотрим, сколько он настрелял.
Это жесть. Ладно, возвращаемся к фазе. Все-таки обзор по фазе. Ребят, танк надо брать первым за жетоны. Кайфуйте, ездите, наслаждайтесь машиной. Реально хорошая тачка. По пятибалльной системе ставим 4 с плюсом, я даже поставлю. Вот. 4 с плюсом. Четвертое место у нас, да, плюс насветили 2200. То есть суммы в этом бою дали 4К. 4К суммы. Но меня арта просто унижала. Так, давайте посмотрим, где этот наш герой. Вот, на Кобре с полторашки. Вот, на больше он не способен. Реально. У них Кобра вообще с нулем откисла. А вторая наша Кобра, что настреляла, где она? Вот она, 1300. Вот так люди на Кобрах играют. Да. Ладно. Фазу надо брать. И это даже не обсуждается. Вот так вот. Вот так вот. Хорошая машина. Рекомендую. Ребят, подписывайтесь на канал. Прожимайте лайкос. С вами до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.